Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хочу рассказать, как ускорить загрузку любой библиотеки в ассемблере ВКонтакт. В общем, я столкнулся с проблемой с библиотеками, которые весят очень много, а долго очень грузится, чтобы быть голословным. Сейчас сразу покажу, что было и что стало, чтобы вы понимали, про что будет видео. Специально снял, чтобы было видно до-после. Вот мы устанавливаем Контакт 7. Он тоже долго достаточно, кстати, грузился у меня до этого. Вот, и сейчас загрузим библиотеку под названием Shredder. Это электрогитара Гидра. И она, по-моему, весит 14 гигабайт. И, в общем, она очень долго у меня грузилась, примерно 7 минут. Я сейчас сначала покажу, что действительно оно как грузилось там. Вот, но не все 7 минут, естественно. И покажу, как дальше, что сразу стало. После всех настроек это делать, настройки делать несложно, кстати. Вот мы ее загрузили. Вот она, Гидра, Shredder 4 и 3,5. И ждем. Вот. У нас минута, да, видео началось минута сейчас. Вот она загружается. В общем, видео длится это еще плюс у нас вот минута. Он до сих пор ее грузит. Вот еще почти минута. Он чуть-чуть, вот видите, загрузил, и просто я уже выключил, потому что понял, что что-то не так. Надо что-то с этим делать. Это единственная библиотека, которая мне, ну, действительно долго грузилась. Вот теперь я после всех настроек сразу покажу, что как это стало. В общем, то же самое, тот же проект, вот контакт, мы его забрасываем также сюда, ждем. Быстрее контакт стал тоже загружаться, нажимаем сюда, вот наши библиотеки, опускаемся, находим тот же 3,5, забрасываем, и я ничего не вырезаю, если что, вот как есть. Все, он просканировал его, все, загрузилось. Сколько прошло? Секунд 10. Сейчас мы, подождите, вот, когда мы его загрузили-то. Все работает. В общем, и из-за чего это происходит? Это потому что каждый раз, когда вы загружаете какую-то библиотеку «Контакт», программа сканирует весь ваш компьютер на поиске сначала инструменты, после чего он ищет сэмплы, если они у вас находятся в той же папке, это происходит быстрее, если нет, он спрашивает место другое, как это сохранить. Вот, получается, долго все происходит из-за этого, и для того, чтобы эту решить проблему, обычно и вся есть информация, которая в доступе, это вы нажимаете сюда вот «Файл», и здесь у вас должен быть Bus Resave, как-то так это называется. У меня этого нет, я подумал, что может быть какая-то другая версия у меня или что. В общем, по итогу решил все-таки разобраться, потратил на это, ну, примерно пару дней, скажу честно, пару вечеров пытался разобраться, почему так. По итогу, чтобы перейти к результату, что все так вот сейчас, видите, как все быстро загрузилось и все работает. В общем, для того, чтобы нам настроить этот bus resave, да, нам нужно закрыть нашу DAV, нам не нужна. Вот, нам нужно контакт запустить отдельно как плагин, не в нашей программе. Да, сейчас вот здесь я покажу. Можно свернуть. Так. Ну вот. Нам нужно запустить отдельно контакт как приложение, не через DAV. Я не знаю, там у вас... Сейчас слишком убавлю. Так, ладно, сделаем. В общем, отдельно запускаем, и здесь уже у нас будет вот наша функция bus resave, да. Нажимаем сюда, он нам скажет, действительно вы ли хотите, нажимаем «да», и здесь уже мы выбираем папку, где у нас находятся наши библиотеки, и все это вроде легко работает, нажимаешь «сохранить», и должно все работать, но у меня не работало, у меня не сохранял
То есть он пишет, что вроде бы нормально все, но по идее у меня не работало. Я стал дальше разбираться и выяснил, в чем проблема. Оказывается, для того, чтобы это точно работало, это нам надо нам нужно найти папку, в которой у вас установлены все ваши библиотеки для контакта. У меня это... Сейчас я чуть убавлю, что ярко светит. Что сделать? Вот у меня эта папка, здесь все мои библиотеки, там 20, она, по-моему, для контакта. Мы нажимаем правой кнопкой мышки «Свойства», нажимаем здесь вот «Другие», и здесь у вас будет стоять галочка «Разрешить индексировать содержимое файла в этой папке в дополнение к свойствам файла». В общем, вы должны будете убрать эту галочку, она не нужна. Как я понимаю, вообще в чем проблема, да? То, что вместе попутно, когда у вас ваш контакт начинает искать эти библиотеки, Windows начинает тоже вместе параллельно ему, как я понял, если не ошибаюсь, проверять эти файлы на битые они или не битые, да, но мы знаем, что они у нас все нормальные, нам не надо ничего проверять, поэтому мы убираем здесь галочку, вот она будет по-любому стоять, вы нажмете ОК, он вас спросит, точно ли вы уверены, вы напишите, что подтвердите, да, что уверены, потом ко всем ли файлам, которые вложены в папку, вы тоже подтвердите, все это раз. Первое. Второе, для того, чтобы он сохранил путь, да, вот как через Bus Resave, вот как показывают многие, да, это все легко делается, у меня это не работало, нужно снять, вот здесь у вас стоит только для чтения, Вот вы убираете, вот так, чтобы у вас не было, для того, чтобы разрешить контакту менять, скажем так, содержимое файлов, да, в этой папке. То есть нам нужно, чтобы контакт сразу находил, то есть нам нужно, по сути, приписать ссылку для инструмента, то есть чтобы контакт сразу не искал через весь компьютер, не сканировал, да, где эти инструменты находятся, а сразу знал, вот ссылка, вот она типа здесь. И это убыстряет значительно, ускоряет процесс. После чего вы нажмете «Применить», он спросит к данной папке и ко всем вложенным файлам, вы скажете «Окей», да, ко всем, нажмете, подождете, вот сейчас просканирую, в зависимости от того, сколько у вас там инструментов, да. Просто я наглядно показываю, чтобы мало ли, может, кто-то там что-то не поймет. Бывает такое, да? Вот, поэтому сейчас мы подождем, он все это сделает, и будет все нормально у вас работать. Вот, у меня на самом деле не было проблем. Были долгие загрузки, ну, там, может, там, минуту где-то, да, но вот пока я именно это Shredder Гидра не установил и понял, что он там по итогу где-то минут 7, по-моему, ее загружал, и это очень долго, мне кажется. Еще дико тормозил почему-то, то есть там при переключении инструмента или как-то там, ну, то есть подтормаживал меня, я не знаю, думал, что, может, компьютер слабый, хотя вроде не особо слабый, если честно. Вот, вы подождете, в зависимости от того, какой у вас там, сколько у вас библиотек, он должен все это просканировать, разрешить, чтобы снять вот эти все блокировки к файлам. Все, нажимаете ОК, все готово. А вдруг, если что, когда вы второй раз нажмете сюда свойства, у вас опять здесь будет так же, только для чтения, но это не надо пугаться, это, как я понял, у него стандартно всегда так показывает, но все снято, все работает, я проверял. Дальше, второй момент. Если у вас сэмпл установлены в тех же библиотеках, где контакт, то вам ничего не надо делать. Если у вас, вот у меня, допустим, сэмплы отдельные, которые в формате WAV для контакта, они установлены в отдельной папке. Вот у меня есть сэмплы и вот здесь контакт. Вот поэтому у меня каждый раз, когда какие-то библиотеки, где есть не только там KI и NG, еще какой-то там формат именно сэмплов, да, есть именно WAV, да, форматы аудио. Вот они у меня в отдельной папке сделаны, ну, я так сделал в свое время, чтобы было удобнее. Нужно будет все сделать абсолютно то же самое для того, чтобы он к этим сэмплам тоже приписал путь, да, сохранил. Вот, когда вы все это сделаете, уже после этого вы запускаете Contact 7, не через DAW запоминаем, да, отдельно выбираете файл, этот base save, говорите «да», и здесь ищите вашу папку. Вот сразу скажу, я попытался сделать ко всем библиотекам, вот просто выбрал папку с библиотеками, но у меня очень долго все это происходило, что-то зависло, и по итогу я по отдельности каждой библиотеке указал путь. Вот у меня, допустим, то есть у меня их 21, для каждой я делаю следующий, вот показываю, выбираю папку, у меня указано, что сэмплы есть аудио отдельно, да, нажимаем ОК. Вот он начинает сканировать. Я просто уже это делал к этой, ну, еще раз покажу просто на примере, как это должно работать.
Вот он сейчас, получается, так же, как бы у меня загружалась библиотека, он ищет, где находится сэмпл, где находится от библиотеки все. Дальше пойдет быстрее, я как бы сейчас покажу все это. Потому что и библиотека, которая сейчас сканирует, она, кстати, тоже достаточно тяжелая. Вообще, много ли из вас пользуются библиотеками «Контакт», именно сэмплером, да, «Контакт» библиотеками? Потому что где-то я где-то слышал, что якобы это чуть ли не лучшие библиотеки, которые можно только, ну, из VST плагинов. Не знаю, на самом деле я не так много им пользуюсь, просто в свое время скачал. Вот, поэтому если кто-то знает какие-то прям хорошие библиотеки, которые точно нужно скачать, установить, напишите, пожалуйста, в комментариях, я обращу на них внимание. Вот он, типа, ищет у нас, то есть он нашел, где у нас находятся это инструменты. Вот он должен, у вас должно быть такое окошко, что о, Коколко все переписал. Все работает, все отлично. И так вы делаете для каждой библиотеки. Я говорю, можно попробовать для всех сделать, но у меня что-то пошло не по плану, завис компьютер. Поэтому я для каждой отдельно прописал, все, он сохранил. А без, если вы не снимете, вот как я сказал, в папке для чтения, то, что я вот показывал, да, у вас это не будет работать, он не сохранит, да, потому что мне вот, я сделал, как многие говорят, у меня это не работало. Дальше сейчас я покажу еще. В общем, еще второй момент, который очень важный, это если еще один момент, который очень важный, если у вас сэмпл от вашей библиотеки находится не в папке с библиотекой, а где-то отдельно, вот как у меня я показывал, да, то при сканировании он не сможет найти эти сэмплы, естественно, сам нужно будет ему показать, где они находятся, и появится у вас вот такое вот окно. Если что, это просто мое предыдущее видео. У меня окно не появилось, так как я уже показал все, да, прописал. Вот из моего предыдущего видео на канале, которое тоже есть, про то, как установить библиотеку любую ВКонтакт. Вот, у вас появится вот такое окно. Здесь нужно будет сделать следующее. Вот нажать Keep Search, вот этот вот тоже видите, за стрелкой, вот эту. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы в следующий раз он keep search options for the current session, и для того, чтобы в следующий раз он уже не спрашивал, где находятся сэмплы, а просто запомнил папку, в которой у вас сэмплы есть для всех ваших библиотек. То есть он не будет конкретно под любую спрашивать, он будет сначала сканировать ее, найдет или не найдет, да, потом уже спросите, если вдруг в другой папке находится. Ну, наверное, в одной должно быть. Вот это очень важно сделать, чтобы он вас постоянно об этом не спрашивал. Это такой очень важный момент. И нужно будет нажать Browse for folder. Сейчас чуть метану. Вот я нажал сначала не то, это по ошибке, да? Мне не то выдал. Вот нужно нажать именно Browse for folder верхний. И здесь уже указать, указать ссылку, куда указать папку. Здесь уже, извините, здесь уже нужно будет указать папку, где находятся все ваши сэмплы. И все, после чего нажать «Сохранить». Значит, я мотану. Вот все вы типа указываете место, где все ваши сэмплы. Да, вот у меня здесь нажимаете ОК, и все, он находит. И все, больше вам делать ничего не надо, он запомнит. Больше вас спрашивать не будет нигде сэмплы, нигде что-то. Все, мы это закрываем. Закрываем, после чего нам нужно сделать, запускаем контакт. Ой, наш лайв. Сейчас давайте еще раз быстро, где у нас здесь контакт, этот наш. Закрыть. Так, опять же, давайте загрузим этот же самый, ну, другую давайте, вот этот. Выбрасываем. Проверяем, что все работает, что он ничего у нас не спрашивает. Быстро все загрузилось, как видите.
Кстати, кто знает, что вот здесь, когда ты играешь, вот этот горит красным. Я так и не понял. Кто знает, может, подскажет в комментариях. В общем, следующее, что нужно сделать, зайти в Options, в файл Options, найти Memory, и здесь у вас вот не будет стоять, у вас будет серый квадрат не закрашенный, вам нужно будет нажать на него, чтобы появился белый квадрат, да, и здесь можно выставлять, либо оставить как есть в стоке, да, размер файла, то есть 60 килобит, килобайт, что там, не знаю. В общем, для чего это нужно? Чтобы когда контакт загружал ваши сэмплы, он загружал не весь их объем, сколько они весят, а только начало самое, да, то есть, грубо говоря, если у вас сэмпл длится там, 2 секунды, он там, не знаю, там, полсекунды загрузит, остальные не будет загружать, да, и из-за этого он, то есть, быстрее все это загрузит, это ускоряет действительно загрузку. Вот, можно это особенно актуально, если у вас HDD, да, не SSD какой-то там, как он там, быстрый, да, диск, а который такой HDD, вот, который медленнее работает. Здесь актуально, можно поднять вроде как там до 96 или до 100, но я оставил так, как есть, потому что в стоке он так показывает 60. Вот, он будет не до конца загружать сэмпл изначально, когда загрузите всю библиотеку, но когда вы будете играть, он типа успеет его загрузить, и никакого, скажем так, ступора не будет, да, ничего тупить не будет, все будет нормально работать. Вот, вроде все показал. Еще один момент для того, чтобы, если у вас тяжелые проекты какие-нибудь, где у вас много аудио всяких дорожек, да, для того, чтобы проект быстрее загружался сам по себе, не особо относится к контакту, просто для Ableton, на всякий случай, вдруг кому-то это будет интересно, нужно будет нажать вот Save Collect On, нужно будет нажать Collect All and Save. То есть для того, чтобы он сохранил все сэмплы, которые у вас здесь есть, в отдельную папку проекта. Поэтому при загрузке, когда вы загружать будете проект, он же не будет искать опять по папкам, где это все находится, он будет знать, что они находятся здесь. Вот, но для того, чтобы это все работало, естественно, нужно будет, конечно же, зайти, вот у меня папка называется Works, да, где у меня все проекты, и здесь делать все то же самое, также через свойства. Здесь вот также я снял эту галочку, чтобы он ничего это не сканировал. Также здесь я отключил, просканировал все для того, чтобы он также это быстрее загружал, и проект у вас будет действительно, кстати, быстрее загружаться. Вот, поэтому и дела. Итак, друзья, вроде все рассказал, все показал. Надеюсь, ничего не забыл. Если что, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, видео было полезно. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и до новых встреч. Ну и успехов в творческом деле, в этом нелегком творческом деле. Всем пока.